Друзья, всем привет! Мы находимся на побережье Коста-Браво. Сегодня вторая серия, посвященная обзорам поселков этого побережья. И находимся мы в городе Сан-Антонио-де-Колонж. Поселок называется Мас-Вила. За мной вы видите прекрасный вид на море и на город Паламос. Про него еще потом расскажу отдельно. Меня зовут Марина, вы на канале Дамлекс Реалти, а теперь поехали. Преимущество этого поселка. Ну, во-первых, в этом поселке самым большим преимуществом, с моей точки зрения, является интернациональная публика. Здесь нет перекоса ни в ту, ни в другую сторону. Поэтому, если вы купите здесь дом, вы можете знать, что у вас в соседях будут и испанцы, и французы, и голландцы, и все постсоветское пространство здесь представлено по одному примерно представителю. Поэтому здесь есть часть людей, преимущественно местное население, кто проживает круглогодично, остальная часть, кто приезжает наездами на праздники, каникулы, в отпуск. Почему я на этом заостряю внимание? Потому что многие из вас, кто хочет здесь жить на побережье круглогодично, опасаются жить в тех местах, где совсем пусто и нет соседей. Вот поселок Мас-Вила не такой. Чем же так привлекает этот поселок покупателей из разных точек нашей планеты? Мы с вами находимся на побережье Коста-Браво. Регион у нас гористый. Но, несмотря на то, что мы немножечко залезли на гору, здесь все-таки довольно пологий подъем, в отличие, например, от соседнего города Плая-де-Ару, где есть поселок под названием Масноу, который, кстати говоря, многим покупателям с постсоветского пространства известен больше, чем этот. Так вот, если мы будем сравнивать эти два поселка, мы как-нибудь сделаем про него обзор, то здесь намного удобнее въезд. И вот с той точки, где я стою, вы не поверите, но собственники ходят пешком на набережную Сан-Антонио-де-Колонж и на пляж. Да, потом вам нужно будет немножечко вкарабкаться в гору, но это не смертельно. Даже такой небольшой фитнес всегда приятно. Поселок это не новый, как, собственно, все поселки побережья Коста-Браво, поэтому 70% построенных домов – это традиционные испанские, каталонские дома, как, например, вот этот дом. Да, это крыша под черепицей, терракотовые или белые цвета, очень классический такой стиль. Или, например, есть дома, их можно легко отличить, построены нашими людьми. Ну, под нашими я называю всех, кто приехал из стран бывшего СССР. Вот, например, типичный представитель каталонской архитектуры. Обратите внимание, давайте подойдем поближе, какой кажется маленький дом. Это обманка всегда со многими домами, которые от улицы вниз идут. Здесь очень кажется маленьким дом, но на самом деле, если мы посмотрим вот с этого ракурса, мы видим, насколько дом большой. Какие плюсы еще у этого поселка? Вот в той части, где мы находимся, здесь для нашего региона прямые ровные участки. Да, там есть небольшой угол наклона, но он, как вы можете увидеть, не катастрофичный, и земля здесь по максимуму может быть использована под сад. Так как поселок этот старый, то здесь было застроено все уже очень давно. Поэтому люди, которые хотят поселиться в этом поселке, зачастую вынуждены покупать либо старый дом, сносить его и строить новый, либо еще осталось несколько свободных участков. Вот тот, что над нами дом, видите, строится. Но опять, все участки, которые максимально близко и с пешей доступностью до пляжа, они были застроены раньше. Вот из того дома у него будет потрясающий вид, но ходить на море пешком вы не сможете. А вот с этой улицы вы спокойно можете прогуляться пешком. Поэтому здесь, как я всегда говорю, нужно оценивать, что стоит на первом месте. Если я хочу максимальное удобство до моря, ходить пешком или до магазинов, тут рядом рестораны есть, то я выбираю старый дом, либо ремонтирую, либо сношу и строю новый. И если для меня это не принципиально, я ползу в горы.
Этот поселок делится условно на две части. Так вот сейчас мы с вами переместимся в нижнюю часть поселка, которая еще ближе к морю, и проведем небольшой тур именно по той части. Я думаю, вам будет полезно и интересно посмотреть, какие же виллы там, возле моря. Друзья, мы находимся в поселке Торре-Валентино. Это нижняя часть от того, что мы с вами были до этого. Вы, наверное, ломаете голову, причем здесь некий Валентин, в чье имя звучит название поселка. Сейчас я вам раскрою этот секрет. Ну что, вы готовы увидеть красоту Коста-Бравы? Сейчас мы находимся в сердце Коста-Бравы. Итак, пойдемте. Спустимся до моря. А по пути я вам расскажу, почему же этот поселок называется Торре-Валентино. Посмотрим вправо от меня, и что мы видим? Мы видим оборонительную башню, построенную для защиты от пиратов. Торре по-испански это башня. Почему называется именно Валентино? Одна из версий, что, возможно, некий Валентин владел этими землями, и поэтому она была так названа. Но башня сохранилась до наших дней, и она же и дала название этому поселку и пляжу, который находится внизу. Если вы любитель не толкаться с туристами на многолюдных пляжах, например, Плая-де-Аро или Лорет-де-Мар, возьмите машину, отъедьте. Здесь 10 минут на машине, и посмотрите, какая красота. Чистейшее море, минимум людей, замечательная природа и виды, все в вашем распоряжении. Это не единственная бухта этого поселка. Вот вдоль этой дорожки вы можете прогуляться до самой Плая-де-Аро, и вдоль всей этой дороги прогулочной, помимо прекрасных видов, разбросано несколько не менее замечательных, а некоторые даже и получше пляжи, чем этот. Поэтому, если вы приезжаете на побережье Коста-Бравы, еще раз говорю, не ленитесь брать машину. Это ваше счастье иметь здесь машину. Взяли утречком, пораньше встали и поехали по пляжам нашего великолепного побережья. Недвижимость здесь не дешевая. Виллы в первой, второй или третьей линии моря стоят, в зависимости от их размеров, от 3 до 6 миллионов евро. Но за удовольствие надо платить. Вот за эти красоты, за удобство доступа к таким эксклюзивным пляжам люди готовы платить не 1 миллион. Если же вы хотите сэкономить и купить что-то подешевле, то поселок Масвила, где мы были до этого, может стать хорошей альтернативой. Посмотрите, какая красота. Я говорила и буду говорить, Коста-Бравы – это самое красивое побережье на средиземноморской части Испании. С ним не сравнится ничто. Даже не побоюсь того слова, что и лучше, чем французское или итальянское побережье, потому что здесь вы можете встретить частные маленькие бухты с прямым доступом. Ну, частные в том плане, что они не переполнены туристами. Сосны, изумрудную воду, и это все бесплатно. Вам нужно только упаковать чемоданы и приехать в наш благодатный край. А за моей спиной мы видим город Сан-Антонио-де-Колонж, который плавно перетекает в город Паламос. И по этой дорожке мы можем прогуляться до Сан-Антонио-де-Колонж и потом по набережной дойти до Паламоса. А если мы пойдем в другую сторону, мы придем в Плая-де-Аро. Поэтому любите фитнес, любите активный образ жизни, часовые прогулки вдоль моря вам обеспечены. Друзья, мы с вами переместились на противоположную часть поселка Торре-Валентино. Эта улица имеет тоже пеший доступ до моря. С моей точки идти примерно 15 минут, и вы выходите на набережную Сан-Антонио-де-Колонж. Эти дома обращены на горы, поэтому стоимость их резко падает. То есть здесь дома стоят от 1 миллиона до 1,5.
Хотим пешую доступность до моря, но нам не позволяет бюджет купить в первой, второй, третьей линии максимально близко к пляжу. Пожалуйста, вот вам на выбор. Вы можете купить дом дешевле в 2 раза стандартного дома с видом на море на той части горы и ходить пешком на море. Ну, то есть здесь вопрос приоритетов. Что у вас в приоритете? В приоритете вид на море, ну, значит, либо мы платим деньги за дорогущую виллу и иметь пеший доступ, либо, как я люблю говорить, ползем в горы. Поселок Торрэ-Валентино, так же, как и предыдущий Мас-Вилла, очень любим разношерстной публикой. Здесь вы найдете и голландцев, и немцев, и испанцев, и наших. Это один из немногих поселков, у которого есть собственный спуск к пляжу. Ну и подводя итог всему, что мы сегодня увидели, а увидели мы с вами, напоминаю, 2 поселка: Мас-Вилла, тот, что повыше и подальше от моря, и Торрэ-Валентино, тот, что ближе к морю и с пешей доступностью, как вы видели, удобной пешей доступностью до пляжа. Эти оба поселка относятся к муниципалитету города Колонж и Сан-Антонио-де-Колонж. Место не очень вам известное, но очень популярное среди разных представителей Европы и также Америки. Здесь вы найдете не только хороших и успешных соседей, тишину, покой, прекрасные пляжи, изумрудное чистое море, а самое главное, здесь нет туристов. А если вам нужна профессиональная консультация от человека с 20-летним опытом работы, вы знаете, куда обратиться. С вами была Марина, агентство Дамлекс Realty, и до новых встреч! Да, друзья, я как всегда забыла. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, нажимайте на колокольчик, чтобы всегда быть в центре самых горячих испанских новостей на рынке недвижимости.